Как я и подозревал, все наши тесты электромобилей мы начинаем с зарядных станций. И сегодня мы будем знакомиться с Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Вы смотрите программу «Две лошадиные силы». Меня зовут Рауль. Стоимость базового Taycan Cross Turismo 87 тысяч евро. Наша комплектация 4S это 101 тысяча евро. Если говорить про самую мощную, про Turbo S, это 160 тысяч. Но вы должны понимать, что это все условно базовые комплектации. Вот эта вот версия 4S стоит 101 тысячу, но на нашем тесте с дополнительными опциями ее стоимость выросла до 137 тысяч евро. При этом есть много вещей, которых мне там по-прежнему не хватает. Но об этом чуть позднее. У автомобиля сохранилась, как я называю, конъюнктивидная оптика. Самое главное вы можете увидеть, когда посмотрите на этот Taycan сбоку, на вот этот вот агрессивный силуэт, который превращает автомобиль из седана в универсал. Ну и, конечно же, когда вы увидите этот пластиковый обвес, то вы поймете, что это очень прозрачный намек на бездорожье и на какие-то определенные оффроудные возможности автомобиля. Забегая наперед, у нас здесь пневматическая подвеска, и это означает, что клиренс может регулироваться. И от базового 15-сантиметрового он может вырастать до 18 сантиметров. Все днище автомобиля у нас полностью зашито. Это и аэродинамическая защита, и я думаю, что это частично защита, когда вы выедете на легкое бездорожье. Ну и в конце концов это просто очень красиво, особенно когда вы посмотрите на защиту порогов, на вот эти вот пластиковые накладочки, которые добавляют автомобилю агрессии. А когда я смотрю на эти пластиковые лаковые накладочки, я снова начинаю улыбаться, потому что, ну знаете, на бездорожье так себе защита. Под раздачу первыми пойдут вот эти пороги, ну а вторыми накладочки, которые вы видите на переднем бампере. Прежде чем мы начнем нашу историю про багажник, я заранее приношу свои извинения за то, что одел очки, но у нас началось бабье лето, солнце лупит в полную силу, у меня уже вытек левый глаз. Окей, у нас универсал, и это означает, что нам нужно рассказать про багажное отделение. Багажник у нас открывается с кнопки. Естественно, у нас есть электропривод. Закрывается тоже с кнопки. Дистанционно с пульта закрыть не можем, потому что машина стоит всего 137 тысяч евро. И, как бы, видимо, надо еще немножко доплатить. Объем нашего багажника 430 литров. Если разложить задние сиденья, то получим 1200. Насколько этот багажник больше, чем у обычного Тайкана? У обычного Тайкана объем багажника 366 литров. Но, естественно, мы не должны это все сравнивать только с объемами багажника внутри марки. А что говорят конкуренты? Наверное, идеологический конкурент Porsche, ближайший, это Audi Allroad. Так вот, у него багажное отделение 566 литров, и это практически на 130 литров больше, чем у Taycan. Но у Taycan есть секретное оружие, и это секретное оружие называется второй багажник. Пойдемте посмотрим, насколько он вместительный. Конечно же, владельцы автомобилей марки Porsche и фанаты бренда прекрасно знают, как открывается передний багажник автомобиля, но я не перестаю этому умиляться. Моя ты бусинка. Багажник открылся. Точно так же вы можете это сделать с пульта, но при этом электропривода переднего багажника у нас нет. Я вообще не уверен, что существуют электроприводы переднего багажника, но было бы неплохо, чтобы были, правда? Когда вы платите 130, 160 или 200 тысяч евро за свою вкусняшку. Итак, давайте посмотрим, какой же у нас багажник спереди. Сразу вам скажу, этот багажник глубокий. Сразу вам скажу, этот багажник легко может вместить в себя чемодан для перелета в самолете, когда вы этот самый чемодан берете в салон самолета. Как это выглядит? Вот мой рюкзак. Вот такая вот глубина багажника. И в этот самый багажник таких рюкзаков может поместиться как минимум 2. Вообще на поглаживании с Тайканом можно построить серьезнейшие отношения.
Наконец-то я могу вам рассказать о суперзарядке, которая есть у Porsche в Украине. Вот эта вот станция, ее мощность суммарная 320 киловатт в час. Это означает, что вот этот Porsche, который в принципе может принимать 270 киловатт в час, за 22 минуты заряжается до 80% и за 5 минут может зарядиться на 100 километров пробега. Это не история про Германию, о которой я вам рассказывал. Это история про Украину, это история про Киев. Сегодня эта зарядная станция работает для клиентов Porsche, и это, конечно же, очень хорошо. Естественно, когда вы заряжаете несколько автомобилей, то вот эта мощность делится ровно на 2, 160 киловатт. Наша машина сейчас заряжается со скоростью 130-133 киловатта, потому что сама система просчитывает оптимальное время заряда, скорость заряда, учитывая температуру батареи. И надо сказать, что вот эта зарядная станция, она очень сложная. Если вы посмотрите на вот этот провод зарядного устройства, то на самом деле это шланг. В этом шланге антифриз, который охлаждает провода, которые нагреваются с невероятной скоростью и нагревается до очень высоких температур. А сама батарея находится глубоко под землей, она тоже плавает в антифризе, потому что эту самую батарею заряжают со скоростью 50 киловатт в час, и только потом при помощи специальных конвертеров вот этот самый автомобиль может заряжаться со скоростью 270 киловатт в час. Это сложная система, это дорогая зарядка. Я подозреваю, что она стоит как Porsche Taycan Turbo S. И не окупится она для компании практически никогда, если мы говорим просто о продаже электроэнергии. Но если мы говорим о продаже тайканов, то, безусловно, компания Porsche обязана иметь такие скоростные зарядки для того, чтобы реализовать концепцию Porsche. Владельцы быстрых автомобилей хотят заряжаться быстро, и у них нет времени ковыряться пальцем в носу и 2 часа стоять на АЗС где-нибудь in the middle of nowhere. Хотя в большинстве случаев таки придется, потому что самая мощная зарядная станция на сегодня в Украине Porsche, дальше все остальное 50 киловатт в час. С учетом того, что наша батарея это что-то около, по-моему, 93 киловатт-часов, ну вот, 2 часа вам гарантировано ожидание на зарядной станции. Если вы ставите зарядную станцию в 11 киловатт, то ваш автомобиль будет заряжаться часов 9. Если мы говорим об обычной розетке, ну, я думаю, дня за 3 вы получите искомый результат. Кстати, у нас новый партнер, компания IAC, которая уже 3-й год на рынке Украины ищет невидимое. И это не история про агента Малдера, это история про современные реалии и про информационную гигиену. Дело в том, что наши автомобили уже давно стали офисами на колесах, а с ковидом эта вся история усугубилась. Поэтому в автомобилях мы проводим огромное количество переговоров, мы обмениваемся гигабайтами информации, а она стоит иногда денег, репутации и отношений. И эту самую информацию у вас могут попробовать украсть. И вот тогда на арену выходит компания IAC. Ее специалисты приезжают к вам и за 1,5-2 часа полностью проверяют автомобиль на наличие GPS-трекеров, на наличие микрофонов и скрытых видеокамер. Услуга стоит $200. При наличии промокода 2 лошадиные силы вы получаете скидку в 10%, и все тайное станет явным. Ссылку на сайт IAC вы можете найти в описании к этому тесту. А теперь давайте посмотрим, сколько времени я потратил на стендапы вокруг автомобиля и как быстро за это время зарядился наш Porsche. В общем, я потратил 29 минут. За это время автомобиль зарядился на 84% и сейчас начинает замедлять закачку киловатт в батарею, потому что уже все предельно нагрелось. Если вы посмотрите на эти показатели, то вы увидите, что мы сейчас заряжаемся со скоростью 97-98 киловатт-часов. При этом мы уже зарядили 60 киловатт в этот автомобиль. Очень быстрая зарядка. Если бы таких в Украине было 1000, сегодня я бы сказал, что все, идея электрификации победила, но нам нужны даже не 1000, нам нужны десятки тысяч, а пока есть одна зарядка. Но она чудесная.
Но надо сказать, что даже многомудрый Porsche иногда не учитывает определенные вещи при построении электромобиля. Если вы помните, даже в Ioniq и в Nissan Leaf есть специальные индикаторы внешние, которые без таких вот красивых мониторов и без приложений на телефоне показывают тебе, насколько приблизительно ты уже зарядил батарею. В Ioniq это вообще выглядит гениально, в Nissan Leaf ты, по крайней мере, понимаешь, у тебя плохо заряжена батарея наполовину или практически полностью. Когда вы смотрите на Taycan, визуально он вам никак не показывает, насколько он зарядился. Я считаю, что это в определенной степени недочет. И еще один момент. Да, безусловно, у Porsche есть классное приложение для вот такой вот классной зарядной станции Ionity. Там очень классная раскладка по всему, но только если ваш телефон iPhone. Если у вас Android, то ты сразу похож на нищеброда. У тебя обрезанный функционал и, честно говоря, вот в этом Porsche даже нету Android Auto. Нас за людей не считают, пацаны, только владельцев Apple. Я понимаю, что это тавтология, но у нас просто крышесрывная панорамная крыша. Я думаю, что ее площадь, наверное, 2 квадратных метра или что-то около того. И, конечно, она производит неизгладимое впечатление. Точно такую же характеристику я готов дать вот этому вот салону, вот этим вот псевдоковшам на Porsche. Сзади они, кстати, из жесткого пластика, но, слава богу, мои колени к этим спинкам не прикасаются. У меня остается каких-то 2-3 мм, но они существуют. У нас есть подлокотник, у нас есть подогрев задних сидений. И надо сказать, что здесь я головой не упираюсь в потолок. В общем, здесь достаточно места даже для человека с ростом 1,90 м. При этом помните, что у нас безрамочные двери, и это прям, ну, я обожаю такое решение в автомобилях. А если вы посмотрите на стекла, они не сдвоенные, но они, наверное, в 1,5 раза толще, чем у обычного автомобиля бизнес-класса. Салон у нас кожаный, с перфорированными вставками. Здесь все выглядит очень круто, вплоть до вот этих красивых тисненных логотипов Porsche. Я думаю, что со мной многие согласны, что дизайн этого Taycan, он просто великолепен, и эта машина гораздо более гармонична, чем Taycan обычный. Цена этой красоты и этих пропорций кроется в деталях. Я долгое время не мог понять, почему мне не просто сесть в этот автомобиль и почему не просто выйти из этого автомобиля. И дело даже не в том, что мой рост 1,90 м и я вешу 100 килограммов. На самом деле, если вы обратите внимание на мой локоть, то в принципе я сижу за стойкой автомобиля. И для того, чтобы мне из него выйти, мне нужно податься вперед. А стойка передняя у нас завалена, потому что у нас агрессивный спортивный силуэт. И как это выглядит? Это выглядит вот таким вот образом. Я подаюсь вперед, мне нужно сгруппироваться, выставить ногу и постараться, во-первых, выбраться из-за этой большой стойки, во-вторых, не удариться вот в эту стойку спереди. И получается, что вот так я выхожу из автомобиля. И эта проблема будет сохраняться не только для человека с ростом 1,90 м. Если у вас рост 1,85 м и даже 1,80 м, у вас тоже будут определенные проблемы. Но давайте посмотрим правде в глаза. Спортивных автомобилей удобных не бывает. А Porsche это, наверное, самый удобный из спортивных автомобилей. Правильно, благодаря кому? Да, тест-пилоту Вальтеру Рёрлю, который крепко выше, чем я, например. У меня последнее приготовление. Сейчас время 13:06. Мы зарядили нашу батарею. Запас хода обещанный 408 километров. Но сейчас мы поедем на Тайкане не как на электромобиле. Сейчас мы поедем на Тайкане как на Porsche. Мы находимся на Бориспольской трассе. Здесь можно ехать достаточно быстро. И это очень трудно для современного электромобиля ехать быстрее 100 км в час, ехать быстрее 120 км в час, ускоряться, тормозить, снова ускоряться. Это очень быстро высаживает батарею. И вот прямо сейчас мы постараемся понять, как быстро эта самая батарея высаживается, а самое главное, какой у вас будет запас хода, если вы будете ехать на этом автомобиле, еще раз повторюсь, как на Porsche.
Потому что вы купили, как мне кажется, настоящий полноценный спортивный автомобиль. Поэтому я сейчас выставляю режим езды Sport Plus. Также мы видим, что было 408 километров пробега гарантировано. Сейчас автомобиль, после того, как только я включил Sport Plus, показывает, что я могу проехать 389 километров в таком режиме. Я делаю специально фотографии для того, чтобы потом никто не рассказывал, что я кого-то обманываю, что кто-то чего-то проплатил, потому что, конечно же, все проплатили, и я всех обманываю. Пробег, указанный на сейчас, 4339 километров. Кстати, у меня пока не получается сбросить пробег, я не могу понять, где этот доступ у меня к одометру, но зато здесь я сбросил поездки, и мы здесь увидим, и какое расстояние мы проехали, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так, окей, все, выезжаем на трассу и понимаем, сколько мы проедем километров и сколько мы на это потратим заряда нашей батареи. И вы сейчас, конечно же, услышите звуковое сопровождение, которое вы получаете, когда вы включаете Sport Plus или когда нажимаете кнопку Sound в автомобиле. Крутяк. Какой-то невероятный разгон у Тайкана, и это не удивительно. В машине 490 лошадиных сил, 650 крутящего момента. Если стартовать с лончем, то 571 лошадиная сила. По паспорту этот автомобиль разгоняется до сотни за 4,1. И прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть, как это все смотрится со стороны. Как до сотни разгоняется Тайкан, как он сотни тормозит и какой разгон от 0 до сотни у меня получился реально, когда все замерялось при помощи дрифт-бокса. Окей, 4,1 у меня не получилось, но 4,4 Тайкан вам гарантирует при любой погоде и практически при любом покрытии. Естественно, у нашего автомобиля система полного привода. Почему я говорю естественно? Потому что здесь уже, можно сказать, классическая система построения премиального электромобиля. Спереди электромотор, сзади электромотор, в пол зашита батарея. 93,4 киловатт-часа, она большая, она тяжелая, она весит где-то 650 килограмм, и это означает, что наш Тайкан тоже весит немало, где-то 2300-2400 килограммов, и это нас вплотную приводит к выводу, что несмотря на то, что машина быстро разгоняется, что она дарит вам невероятные эмоции, это не спорткар, потому что если вы загоните эту машину на гоночную трассу, то вес будет разрушать все. Тем не менее, если мы говорим об эмоциях, если мы говорим об управляемости автомобиля, то здесь все полностью соответствует ДНК Porsche. Я уже говорил, что у нас пневматическая подвеска. Эта подвеска полностью алюминиевая. У нас электрорегулируемые амортизаторы, как я понимаю. У нас регулируется клиренс. При этом эта самая подвеска не только работает на управляемость автомобиля, эта самая подвеска также работает на комфорт. У меня есть стойкое ощущение, что Кросс Туризмо гораздо более комфортный, чем классический Тайкан. По шумоизоляции здесь просто все очень здорово. Никаких шумов от арок, никаких шумов от стекол. И тоже практически не слышно вот этих троллейбусных подвываний от электромоторов, потому что все заизолировали хорошо. Я в автомобиле слышу те шумы, которые разработчики специально подготовили для меня.
Итак, подведем итоги нашего эксперимента. В режиме Sport Plus я проехал 40 километров. На старте в этом режиме был обещан пробег в 389 километров. Когда я финишировал, прогноз у меня уменьшился до 305. При этом, еще раз повторю, я проехал всего 40 километров. Но самое главное даже не разница в прогнозе пробега. Самое главное, что потребление нашего автомобиля выросло до значения 41 киловатт-час. И таким образом, имея батарею объемом 93,4 киловатта, с таким расходом мы, скорее всего, сможем проехать чуть больше 200 километров. Все. На этом заканчивается вся история о том, что будет, если мы на Taycan будем ехать как на настоящем Porsche. При этом я абсолютно уверен, что в нормальном режиме и уж тем более в режиме Long Range абсолютно точно вы проедете больше 400 километров в городском режиме и скорее всего вы проедете эти самые 400 километров по трассе, даже не выключая кондиционера. Есть ли вещи, которые мне не нравятся в Porsche? Ну, я не могу сказать, что мне что-то не нравится. Мне все нравится в этом автомобиле. За 130 евро он прекрасен. Но в то же время я понимаю, что за 130 тысяч евро я бы хотел, чтобы в этом автомобиле было затемнение зеркал и не было бы вот этого вот жигулевского переключателя. Хотя я также понимаю, что это мега надежная история и за нее не надо доплачивать. Просто вы должны знать, что ночной режим это вот так. Уверен, что зумеры и миллениалы об этом точно не знают. Кроме всего прочего, было бы неплохо, чтобы был heads-up дисплей, чтобы был подогрев лобового стекла и было бы неплохо, чтобы были дотяжки дверей. Возможно, сейчас вы скажете, что я немного зажрался, но, дорогие друзья, где вы видели незажранных владельцев Porsche? Где вы видели вот этих аскетов, которые не вымогают себе максимальных опций за минимальные деньги? В дополнение к нехватке опций, я еще раз хотел бы наголосити на тому, что Porsche не предоставляет Android Auto для своих пользователей, только Apple CarPlay. Есть ли какие-то вещи, которые меня в Porsche веселят? Да, мне очень нравится вот этот мониторчик для переднего пассажира. Отдельный, красивый, он видит, как там у нас работает навигация, понимает, куда мы движемся. И было бы неплохо, чтобы также этот пользователь мог, например, просматривать ролики на YouTube или смотреть какие-нибудь сериалы с Netflix. И было бы неплохо, чтобы у него была отдельная возможность через Bluetooth подключить свои наушники. Я думаю, что это очень хорошая опция и неплохое предложение. Потому что так вот этот монитор выглядит несколько урезанным. Он как бы есть, но что с ним делать, до конца непонятно. Ну и конечно же, обратите внимание на архитектуру салона Porsche. Никаких вот этих прямоугольных, здоровенных, уродских мониторов. Посмотрите на этот щиток приборов. Это же шедевр. Он у нас изогнутый, он у нас элегантный, он у нас безрамочный, он у нас крутой. Посмотрите на вот эти мониторы. Ведь на них же удобно смотреть. У тебя глаза все время движутся по горизонтали. Это правильно. Так человек смотрит. Правда, мне очень интересно теперь посмотреть на монитор от Mercedes, который в ширину 140 сантиметров и у которого площадь что-то около квадратного метра. В новом S-классе, вернее в новом EQS, эти мониторы будут, но будут в следующем году. Также меня веселит вот эта кнопка старт, которая очень похожа на кнопку включения в недорогих современных электроприборах. Мне даже иногда кажется, что я когда нажимаю эту самую кнопку, вот прямо сейчас появится меню и будет написано: вы хотите выключить автомобиль, вы хотите включить автомобиль, вы хотите перегрузить автомобиль, или может быть вы нажмете еще клаксон для того, чтобы сброситься к заводским настройкам. Это был бы классный прикол, я считаю. Есть еще одна вещь, которая меня очень веселит в Porsche, это регулировка климат-контроля. Давайте я покажу, как это все работает. Ты вот так вот берешь за этот курсор, вот это все двигаешь,
все отмечено, все работает очень хорошо, и ты перенаправляешь поток воздуха. Но обратите внимание, сколько времени я на это трачу и куда я все это время смотрю. Я полностью отвлекаюсь от дороги. Я как минимум 7-8, а может быть 10 секунд вообще не смотрел на дорогу или мельком бросал туда взгляды. Это небезопасно, но при этом это очень круто и очень как бы современно, потому что это повторяет историю вашего мобильного телефона, к которому вы привыкли. А теперь представьте, что я еще при этом смотрю Facebook, а вот здесь регулирую обдув. Есть ли у меня вообще время на то, чтобы управлять автомобилем? И в компании Tesla об этом знают. В компании Tesla говорят: Валера, нет у тебя времени управлять автомобилем, поэтому мы для тебя сделали автопилот. А в компании Porsche говорят: наши водители ни на что не отвлекаются, они берут в руки руль и начинают лупить на все деньги, благо на эти деньги они могут проехать как минимум 200 километров. Да, подтролливаю я немножко Porsche, хотя эта машина мне очень и очень нравится. На этом, я думаю, мы будем заканчивать тест-драйв Porsche Taycan Cross Turismo. Мне очень понравился этот автомобиль. Я считаю, что его дизайн превосходит дизайн обычного Taycan. Я считаю, что этот автомобиль более универсальный, более практичный, и при этом этот электромобиль не накладывает какие-то адские ограничения на своего пользователя. В этом автомобиле ты во всем чувствуешь ДНК классического Porsche. Он практически готов к повседневной эксплуатации, при этом ты даже не будешь страдать от того, что ты ждешь на зарядных станциях, при условии, что вот этих мощных зарядных станций станет больше. Ну, например, 2. Потому что сейчас, еще раз повторюсь, в Украине существует всего одна. Хотя, конечно же, я знаю определенное количество коллекционеров Porsche, которые уже сейчас вот эту дорогостоящую заправку могут поставить у себя на работе, у себя дома и у любовницы на всякий случай. Но мы же говорим о настоящей инфраструктуре. Мы говорим о том, чтобы на этом Porsche мы могли путешествовать по Украине, чтобы мы комфортно себя чувствовали в городе и чтобы мы спокойно могли также путешествовать за пределы Украины. Пока такой инфраструктуры нету в Украине, и надо сказать, что пока такой инфраструктуры нету в Германии тоже. Во всем остальном Porsche это, наверное, самый лучший электромобиль на сегодня в мире. В общем, как говорят на Мерседесе и в компании BMW, Porsche это Porsche, и я с ними категорически согласен. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы», с вами был Рауль, встретимся на следующей неделе.